Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео я вам предлагаю связать вот такую вот очень классную подушку на диван. Эту подушку я связала из плюшевой пряжи. Посмотрите, вот такая вот пушистая, очень приятная, мягкая на ощупь ниточка. У меня это была пряжа Салтера плюш, моточек 100 грамм на 110 метров. И я использовала крючок номер 6. У меня из 5 мотков получилась подушка в ширину примерно 40 сантиметров и в высоту тоже 40 сантиметров. Вот с таким красивым рельефным узором. Эта подушка вяжется круговыми рядами, то есть здесь 2 шва только в начале вязания и в завершении вязания узора. То есть мы вяжем круговыми рядами рельефный узор с такими листиками, и у меня здесь было 6 раппортов узора. Дорогие друзья, конечно же, из плюшевой пряжи смотрится узор пышно, крупно, на ощупь тоже классно. Но я буду показывать, как вязать такой узор из обычной полушерстяной ниточки. У меня это БУ ниточка. Метраж примерно был в 100 метрах 100 грамм, то есть довольно толстая ниточка. И я буду использовать тоже крючок номер 6 для вязания второй подушки. В принципе, можно подушку вязать из любой пряжи, даже из тонкой, но вы должны понимать, что от толщины нити, от размера крючка зависит не только плотность вязания, но также и размер вот этих вот объемных элементов листиков. Поэтому чем толще нить, тем крупнее будет и эффектнее смотреться узор. Итак, дорогие друзья, я приступаю к вязанию подушки из обычной полушерстяной ниточки. Здесь 75% акрил, 25% шерсть. Как я и говорила, толщина ниточки примерно в 100 граммах, моточек 100 грамм, 100 метров. И крючок у меня номер 6, толстый крючок. Обязательно берите толстый крючок, чтобы у вас была такая более мягкая и рыхлая вязка, так как этот рельефный узор, если вязать тонким крючком, он будет плотный и такой более жесткий. Я бы сказала, что берите тонкий крючок для вязания, допустим, если вы хотите таким узором связать сумку. Ну а для подушки, конечно, лучше связать так, чтобы полотно было мягкое и рыхлое. Итак, раппорт узора составляет 18 столбиков. Смотрите, раппорт узора, ширину можно изменять. Здесь мы считаем, получается, в раппорт входит как бы листик один на полную ширину и начало вязания листика. Далее раппорт узора как бы смещается в шахматном порядке. Если вы хотите увеличить ширину листика, то прибавляйте еще 4 столбика и провязывайте на 4 столбика больше ширину листика, и у вас будет начало одного листика как бы стандартное, не изменяется. В высоту у вас тоже получается раппорт изменится, то есть если вы увеличиваете раппорт, то увеличится на 2 ряда. Итак, я набираю на раппорт 18 столбиков, и всего у меня 6 раппортов узора связано по кругу. То есть вы видите 1, 2, 3 на ширина подушки. Если вы хотите увеличить ширину подушки, то набирайте на 8 раппортов. Итак, вначале мы набираем обычную цепочку воздушных петель. 18 умножаем на 6, получается, нам необходимо набрать 108 воздушных петель, цепочку. Итак, я набрала 108 воздушных петель, и теперь начальную цепочку замыкаю в кольцо. Смотрите, чтобы у вас цепочка не перекрутилась. И в первую петлю выполняю соединительный столбик. Далее еще 3 воздушные петли. И далее по набранной цепочке из каждой петли мы провязываем обычный столбик с одним накидом. И получается, мы провязываем это как начальный ряд из обычных столбиков с одним накидом из каждой петли набранной цепочки. Итак, я провязала по кругу первый ряд из столбиков с одним накидом и заканчиваю этот ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема.
Начинаю вязать второй ряд, но по сути это будет первый ряд рельефного узора. И я буду начинать отсчет как с первого ряда. Смотрите, после соединительного столбика здесь мы в начале должны провязать, то есть у нас сначала идет вот рельефного узора, здесь с двух столбиков, которые как вогнутые провязываются. Далее один рельефный столбик и вновь два вогнутых столбика. И для этого заводим крючок вот здесь, как за ножку первого столбика, за 3 воздушные петли, захватываем рабочую нить и вот так вот вытягиваем петлю на крючок, обернув вот 3 воздушные петли подъема как ножку столбика. Затем провязываем как столбик без накида и плюс 1 воздушная петля. И получается вот у нас начальный вогнутый столбик. Второй вогнутый столбик с накидом мы вяжем так. Делаем на крючок накид, заводим крючок за ножку следующего столбика с накидом с изнанки на изнанку вводим, вытягиваем и провязываем столбик с накидом на ножки столбика только за работой. Затем у нас идет выпуклый столбик. Делаем на крючок накид, и здесь мы впереди работы за ножку столбика с накидом заводим крючок и провязываем рельефный выпуклый столбик с одним накидом. 1. Далее вновь 2 вогнутых столбика с одним накидом. Делаем на крючок накид, заводим крючок за ножку столбика здесь с изнанки на изнанку, выводим крючок, вытягиваем нить и провязываем столбик с одним накидом. И следующий вогнутый столбик. То есть мы здесь начали вязать первый раппорт, 2 вогнутых столбика, выпуклый, 2 вогнутых столбика, и затем провязываем здесь в начале листик на ширину. И здесь идет чередование рельефный, вогнутый. Повторяется 6 раз и заканчиваем 7-й рельефный выпуклый столбик. Так, выпуклый в начале. Это у нас будет по счету уже 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик выпуклый, 7 вогнутый, 8 выпуклый, 9 вогнутый, 10 выпуклый, впереди работы провязываем, и 11 вогнутый. За работой на ножке столбика провязываем. 12 выпуклый, 13 вогнутый, 14 выпуклый, 15 вогнутый, 16 выпуклый, 17 вогнутый и 18 получается выпуклый. Итак, мы провязали 18 столбиков, первый раппорт. И далее начинаем повторять как с первого столбика. То есть вначале идет 2 вогнутых столбика, как первый и второй столбик, затем выпуклый столбик, после вновь 2 вогнутых столбика, и затем вяжем до 18 столбика, чередуя выпуклый и вогнутый. То есть всего у нас получается 6 повторений, по 18 столбиков мы должны провязать в этом ряду рельефный узор. Первый ряд рельефного узора вяжите особо внимательно, считайте столбики, так как вы в первом ряду, конечно же, закладываете вязание рельефного узора. Далее уже следующие ряды можно вязать, ориентируясь по рельефному рисунку. Заканчиваю вязать первый рельефный ряд узора. И здесь вот заканчиваю последний раппорт. Мне осталось провязать на 2 последних столбиков предыдущего ряда вот вогнутый столбик и последний выпуклый столбик. Конец 6-го раппорта. И здесь завершаю ряд, замыкаю его
кольцо, делаю соединительный столбик здесь в петлю подъема. И начинаю вязать второй ряд рельефного узора. И по сути во втором ряду мы повторяем те же действия, что и в первом ряду. То есть над вогнутыми столбиками вяжем вогнутый, над выпуклыми столбиками вяжем выпуклый. И начальный столбик провязываем здесь. Вначале заводим крючок вот с изнанки на изнанку, выводим как за ножку первого столбика. И вначале провязываем здесь как столбик без накида, плюс 1 воздушная петля. Далее второй уже полноценный вогнутый столбик. За ножку следующего вогнутого столбика заводим крючок с изнанки на изнанку и провязываем второй вогнутый столбик. Далее у нас выпуклый столбик идет, и впереди вязания заводим крючок за ножку столбика и провязываем столбик с 1 накидом. Далее вновь 2 вогнутых столбика провязываем. Получается, мы провязываем столбики с накидом на ножках столбиков только за вязанием. Далее у нас идет листик, чередование выпуклого и вогнутого. Итак, первый раппорт до 18 столбика мы здесь провязываем выпуклый. Здесь мы уже можем второй рельефный ряд по сути вязать по рисунку столбиков, то есть не считая их. Итак, заканчиваю вязать первый раппорт, вогнутый и выпуклый, чередование столбиков. И далее начинается второй раппорт. Мы вот видим 2 вогнутых столбика, провязываем над ними тоже 2 вогнутых столбика. Затем выпуклый столбик над выпуклым. И далее так продолжаем вязать второй ряд по рисунку рельефных столбиков. Заканчиваю вязать второй и начинаю третий ряд рельефного узора. Заканчиваю ряд соединительным столбиком в петлю первую подъема. Далее провязываем вот первый вогнутый столбик начальный, заводим крючок как за ножку первого столбика, провязываем столбик без накида и плюс 1 воздушная петля. И далее второй вогнутый столбик тоже провязываем за работой, заводим крючок за ножку столбика и провязываем столбик с 1 накидом. Далее мы начинаем расширять вот этот вот листик, который идет в начале вот над одним рельефным столбиком между 2 вогнутыми столбиками. И для этого мы делаем прибавку. И вначале мы провязываем, вот сделали накид, заводим крючок впереди вязания, за ножку столбика провязываем рельефный столбик с накидом. Далее делаем накид и вводим крючок вот в вершину рельефного столбика и провязываем тоже столбик с 1 накидом. Делаем накид, третий столбик тоже вяжем впереди вязания на ножке столбика, второй рельефный столбик получается, и вновь из вершины этого рельефного столбика провязываем столбик с 1 накидом. И еще раз сделали накид, заводим крючок также за ножку рельефного столбика этого же впереди вязания и провязываем столбик с 1 накидом. Получается, мы из одного столбика провязали вот такой веер из 5 столбиков, 3 рельефных столбика, и между ними как просто 2 столбика с 1 накидом. Далее продолжаем вязать рельефный узор. Далее идет у нас 2 вогнутых столбика и провязываем на ножках за вязанием 2 вогнутых столбика с 1 накидом. Далее смотрите, вот на следующих рельефных столбиках, здесь где чередуются выпуклый и вогнутый, мы вывязываем второй листик и начинаем заужать листик
к центру. И для этого вначале заводим крючок вот за ножку первого рельефного столбика, то есть мы вначале делаем убавку, провязываем только накид, делаем второй накид и заводим крючок за ножку второго рельефного столбика, пропуская вогнутый, и провязываем второй накид и затем общую вершину, то есть мы сделали убавку. Далее мы чередуем вогнутый столбик, ну, получается после рельефного, выпуклый столбик, вновь вогнутый столбик на ножке столбика за работой, выпуклый столбик впереди, вогнутый столбик и выпуклый столбик. То есть мы выпуклый столбик и еще вогнутый. То есть мы довязали, здесь провязали мы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков чередованием вогнутый, выпуклый, вогнутый, выпуклый, вогнутый, выпуклый, вогнутый. И вот у нас осталось 2 дорожки здесь выпуклых столбиков, и мы на них провязываем. Вначале сделали накид на первой ножке рельефного столбика, провязываем только накид, сделали накид, и на втором рельефном столбике только накид и общую вершину, то есть мы сделали убавку. Далее у нас уже начинается по рисунку второй раппорт, и мы здесь провязываем точно так же, как с начала вязания ряда, то есть 2 вогнутых столбика, и далее на рельефном столбике сделаем прибавку, провязываем рельефный в начале столбик на ножке столбика, затем на вершине просто столбик с одним накидом. Еще раз рельефный столбик выпуклый на ножке столбика впереди вязания, и затем вводим крючок в вершину, столбик с одним накидом. И еще раз третий рельефный столбик. Вот связали веер, и далее по узору 2 вогнутых столбика, убавление, чередование вогнутый, выпуклый, 7 столбиков, и в конце тоже убавление, 2 рельефных столбика с одной вершины. И так провязываем 6 раз, повторяя раппорт узора. Заканчиваю вязать 3-й ряд и начинаю 4-й. И в конце 3-го ряда здесь заканчиваю последний раппорт и делаю в конце убавление. Провязываю, получается, 2 рельефных столбика с одной вершиной. И завершаю ряд соединительным столбиком вот в первую петлю подъема. Начиная 4-й ряд, в 4-м ряду мы просто провязываем все столбики по рисунку, рельефные столбики. В начале первый вот вогнутый начальный столбик заводим крючок с изнанки на изнанку, провязываем в начале как столбик без накида на ножке столбика и одну воздушную петлю. Делаем накид и провязываем второй вогнутый столбик. Далее смотрите, по рисунку провязываем здесь вот на веере. Вначале у нас идет первый рельефный столбик, заводим крючок впереди работы за ножку столбика, провязываем рельефный столбик. Далее у нас второй идет столбик в углублении. Заводим крючок с изнанки на изнанку, выводим за ножку столбика и провязываем как вогнутый рельефный столбик. Вновь выпуклый и вогнутый. И третий столбик выпуклый. Далее после веера у нас идет 2 вогнутых столбика. Здесь тоже продолжаем вязать столбики по рисунку. И далее мы вывязываем вторую половину раппорта, это листик. И смотрите, здесь мы в предыдущем ряду делали убавление, 2 выпуклых столбика с одной вершиной. Заводим крючок вот за крайний столбик, за ножку крайнего столбика, и провязываем выпуклый столбик. Далее смотрите, мы здесь вторую ножку рельефную мы пропускаем и заводим, далее вяжем как вогнутый столбик, следующий по рисунку, и чередуем здесь вогнутый, выпуклый, вогнутый, выпуклый,
И еще раз вогнутый, выпуклый столбик. И по рисунку далее идет вогнутый столбик перед убавкой. И теперь мы вот вторую сторону листика провязываем на вот двух выпуклых столбиков с одной вершины. За вторую ножку заводим крючок и провязываем как выпуклый столбик. И далее раппорт повторяется. И так провязываем этот ряд. Заканчиваю вязать 4 и начинаю 5 ряд. В 4 ряду в конце завершаю вязание соединительным столбиком в петлю подъема и начинаю вязать 5 ряд. Как обычно, в начале начальный выпуклый столбик, заводим крючок как за ножку первого столбика, провязываем столбик без накида и 1 воздушная петля, делаем накид и по рисунку идет второй выпуклый столбик. В 5 ряду будем продолжать расширять вот первый листик, начало первого листика, и сужать по раппорту второй листик. И здесь по рисунку мы вначале провязываем на ножке первого рельефного столбика рельефный столбик с накидом, затем вогнутый столбик с накидом. И здесь на центральном рельефном столбике делаем прибавку. Вот на ножке этого столбика провязываем рельефный столбик с накидом, затем вводим крючок в вершину столбика и провязываем как столбик с накидом просто. Затем второй рельефный столбик с накидом на ножке этого же столбика, делаем на крючок накид, вводим крючок вот в вершину, провязываем просто столбик с накидом, и третий рельефный столбик с накидом на ножке одного столбика. Получается, мы провязали на одном столбике 5 столбиков, 3 рельефных и 2 обычных. Далее продолжаем вязать по рисунку столбиков. У нас идет вогнутый столбик и выпуклый столбик. И получается, у нас листик уже расширился. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков. Далее после первого листика 2 вогнутых столбика, тоже по рисунку. А на втором листике мы делаем убавление для сужения листика к вершине. И вначале делаем убавление 2 рельефных столбика с одной вершины. Провязываем на ножке первого столбика только накид, на ножке второго рельефного столбика только накид и общую вершину. Далее провязываем 3 столбика, и это будет вогнутый столбик, выпуклый столбик и вновь вогнутый столбик. И вот осталось 3 столбика до конца раппорта, 2 выпуклых. На 2 выпуклых столбиков провязываем 2 накида в начале и затем общую вершину. Итак, мы провязали первый раппорт. Далее начинается у нас повторение. И здесь начинаем как с начала ряда 2 вогнутых столбика. Далее первый листик здесь по рисунку довязываем до центрального столбика, и на центральном столбике делаем прибавление. Из на ножке одного столбика провязываем 5 столбиков рельефный, на вершине столбика столбик с накидом, вновь на той же ножке рельефный, далее на вершине столбик с накидом и на ножке столбика 3 рельефный столбик. Далее вяжем по рисунку вогнутый, выпуклый, 2 вогнутых и провязываем следующий листик, делая убавление по краям 2 рельефных столбика с одной вершины. Так провязываем этот ряд. Заканчиваю вязать 5 и начинаю 6 ряд. И в конце 5 ряда делаю соединительный столбик в петлю подъема. И в 6 ряду начинаем вязать рельефный узор
по рисунку, то есть мы делаем убавление и прибавление через ряд. Заводим крючок как за ножку первого столбика, провязываем столбик без накида и 1 воздушная петля. Делаем накид и далее второй вогнутый столбик на ножке следующего столбика. Далее вяжем вот первый листик по рисунку. Вначале у нас идет выпуклый столбик, далее вогнутый столбик. Провязываем за вязанием на ножке столбика столбик с одним накидом. Вновь выпуклый здесь по центру и вогнутый. Далее выпуклый центральный столбик рельефный и вогнутый столбик. И далее еще раз выпуклый столбик, вогнутый и выпуклый. Узор первого листика мы провязали, далее промежуток 2 вогнутых столбика. И второй листик вяжем так. Вначале мы заводим крючок вот за ножку крайнего рельефного столбика и провязываем рельефный столбик с накидом выпуклый. Далее пропускаем здесь вторую ножку и провязываем вогнутый столбик по центру, выпуклый и вновь вогнутый. И вторая сторона листика делаем на крючок накид, и здесь мы на крайнем столбике провязываем, то есть мы одну ножку пропускаем и на следующий провязываем выпуклый столбик с одним накидом. Провязали первый раппорт, далее повтор идет второй раппорт узора. Заканчиваю вязать 6-й и начинаю 7-й ряд. В 7-м ряду вновь будем делать прибавление для расширения первого листика и убавление для сужения второго листика. Здесь уже будем оформлять вершину. И в завершении ряда 6-го здесь делаем, как обычно, соединительный столбик, воздушную петлю подъема. И делаем начальный вот вогнутый столбик, заводим крючок как за ножку первого столбика, провязываем столбик без накида и 1 воздушная петля. И далее уже обычный вогнутый столбик второй. Далее вяжем узор рельефный первого листика. Вначале по рисунку до центрального столбика провязываем выпуклый столбик и вогнутый столбик. Еще раз выпуклый столбик и вогнутый столбик. И на центральном столбике делаем прибавление. Вначале на ножке провязываем выпуклый столбик первый, затем на вершине, то есть вводим крючок за 2 полупетли вершины этого столбика, обычный столбик с накидом. Далее вновь на ножке второй выпуклый столбик, на вершине обычный столбик с накидом и третий выпуклый столбик. И получается мы на центральном столбике провязали вместо одного веер из 5 столбиков. Далее по узору вяжем вогнутый столбик, выпуклый столбик, еще раз вогнутый столбик и выпуклый столбик. Далее идет промежуток между листиками, 2 вогнутых столбика. И далее у нас получается до конца раппорта остается всего лишь 1 столбик. И мы вяжем 3 рельефных столбика с одной вершины. Для этого делаем на крючок накид, заводим крючок за ножку вот первого выпуклого столбика, провязываем только накид, делаем накид на ножку центрального, за ножку центрального, заводим крючок, провязываем только накид. И третий раз за ножку крайнего столбика, то есть на 3 рельефных столбиков провязываем 3 раза по накиду, затем общую вершину. Итак, мы провязали первый раппорт. Далее начинаем вязать второй раппорт. Тут тоже идем по узору.
2 вогнутых столбика между листиками. И далее начинаем вязать первый листик второго раппорта. Здесь по центру делаем прибавление. На ножке рельефного столбика вывязываем 5 столбиков. И после того, как провяжем первый листик, завершаем вершину второго листика 3 рельефных столбика с одной вершиной. И так провязываем узор этого ряда. Перехожу к вязанию 8 ряда. Здесь в конце 7 ряда провязала 3 рельефных столбиков с одной вершиной. Заканчиваю ряд соединительным столбиком в петлю подъема. И теперь в начале идет начальный вогнутый столбик. Заводим крючок как за ножку первого столбика. Провязываем столбик без накида и 1 воздушная петля. И далее второй вогнутый столбик с одним накидом. Далее смотрите, в 8 ряду будем вязать все столбики по рисунку, без убавлений и без прибавлений. И в начале здесь первый листик провязываем вогнутый, точнее выпуклый, вогнутый, выпуклый, вогнутый. На центральной части, здесь вот где в предыдущем ряду делали мы прибавление, на центральном столбике получается у нас первый выпуклый, далее вогнутый, по центру выпуклый идет столбик, вновь вогнутый, выпуклый, вогнутый, выпуклый, вогнутый и еще раз выпуклый. То есть получается у нас листик состоит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 столбиков. Перед листиком 2 вогнутых и после тоже промежуток 2 вогнутых столбика. Провязываем после листика 2 вогнутых столбика. И далее здесь второй листик. Получается, мы уже закончили вершину. И над ним мы провязываем только 1 рельефный столбик. Смотрите, заводим крючок. Вот здесь 3 столбика рельефных с одной вершины. Но мы заводим крючок только за ножку центрального столбика и провязываем рельефный столбик с одним накидом. Далее у нас повторяется раппорт, второй раппорт, всего 6 повторений в ряду. И так провязываем этот ряд. Смотрите, 8, 9, 10 и 11 ряд мы вяжем по рисунку. Вот 8 мы провяжем. И далее 9, 10, 11 еще 3 ряда тоже вяжем без прибавлений и без убавлений по рисунку рельефных столбиков. То есть над вогнутыми вяжем вогнутые, над выпуклыми вяжем выпуклые столбики. Дорогие рукодельницы, я провязала 11 рядов рельефного узора. Последние 4 ряда были просто провязаны по рисунку. И сейчас в 12 ряду, по сути, я уже вяжу вторую половину раппорта узора в высоту, но вторая половина это повторение, можно сказать, то, что мы вязали в начале. Здесь мы уже вот этот первый листик начинаем в 12 ряду заужать, делая убавление с одной и с другой стороны. А вот на вот этом рельефном столбике, который будет продолжением как бы следующего листика, будем делать прибавку для вывязывания нового листика. И соответственно в следующих рядах этот листик будет также расширяться через ряд вот, в 3 рядах. То есть далее 6 рядов мы должны провязать еще раппорт узора в высоту. Заканчиваю 11 ряд, как обычно, соединительным столбиком в первую петлю подъема. Завожу крючок вот здесь, как за ножку первого столбика, и провязываю столбик без накида, 1 воздушная петля. И далее второй вогнутый столбик.
Далее начинаем вязать по узору листика и делаем убавление. И здесь вначале провязываем 2 рельефных столбика вместе. Делаем на крючок накид, заводим крючок за ножку вот первого рельефного столбика, провязываем накид. Далее делаем второй накид, заводим крючок за ножку второго рельефного столбика, провязываем накид. Затем провязываем общую вершину. Далее вяжем по рисунку центральную часть листика. Здесь вогнутый и выпуклый столбик. Так, далее. Провязав по центральной части по рисунку 7 столбиков, далее с краю мы делаем второе убавление, то есть 2 рельефных столбика с одной вершины. То есть заводим крючок вот за ножку выпуклого столбика, провязываем накид, за ножку второго выпуклого столбика провязываем накид и далее общую вершину. И после вяжем вторую половину раппорта, второй листик, 2 вогнутых столбика. И вот на линии из рельефных столбиков на ножке вот выпуклого столбика проделаем прибавление. Провязываем сначала выпуклый столбик, далее второй столбик из вершины, столбик с накидом, далее на ножке третий выпуклый столбик получается, четвертый столбик обычный из вершины и пятый на ножке рельефный столбик с накидом. То есть мы заложили основу для второго листика. И далее вновь 2 вогнутых столбика. Все, раппорт мы первый завершили. Далее идет повтор как с начала ряда. То есть мы здесь вывязываем узор листика. И здесь на линии из рельефных столбиков делаем прибавку для вязания второго листика. Перехожу к вязанию 13 ряда. И в 13 ряду здесь мы заканчиваем 12 ряд соединительным столбиком, как обычно. Далее заводим крючок как за ножку первого столбика, столбик без накида, провязываем 1 воздушная петля и далее вогнутый столбик. Смотрите, в 13 ряду мы вяжем рельефный узор по рисунку столбиков. То есть мы в предыдущем ряду делали убавление и прибавление для формирования узора. Следующий ряд мы вяжем просто по рисунку, без убавок и прибавок. Вначале мы оформляем здесь край листика, заводим крючок за ножку первого рельефного столбика, провязываем выпуклый столбик. Далее пропускаем вот вторую ножку и далее за ножку вогнутого столбика провязываем за вязанием вогнутый столбик. Далее провязываем здесь по рисунку до второго края листика центральный рельефный столбик выпуклый, далее вогнутый идет по узору, вновь выпуклый, вогнутый, и после последнего вогнутого столбика здесь мы пропускаем ножку и на вот второй выпуклой ножке столбика провязываем рельефный выпуклый столбик. Далее 2 вогнутых столбика и переходим к вязанию столбиков для второго листика. И здесь на веере из 5 столбиков тоже по рисунку здесь первый идет выпуклый столбик, далее чередуется вогнутый, центральный выпуклый столбик, далее вогнутый столбик и выпуклый столбик. И остается 2 вогнутых столбика. Первый раппорт
узора завершен, и мы уже начали, можно сказать, вязать второй раппорт. Так, провязываем этот ряд. Перехожу к вязанию 14 ряда, и в 14 ряду вновь с помощью убавлений и прибавлений столбиков в узоре формируем рисунок. И здесь соединительный столбик в конце ряда. Далее заводим крючок как за ножку столбика, провязываем столбик без накида, 1 воздушная петля и далее еще 1 вогнутый столбик. И здесь мы делаем убавление, провязываем на ножке первого выпуклого столбика накид, делаем второй накид, на ножке следующего выпуклого столбика второй накид и затем общую вершину. Далее по центру здесь провязываем 3 столбика вогнутый, выпуклый и еще 1 вогнутый столбик. И вторая сторона листика, здесь тоже делаем убавление. На ножке вогнутого столбика первый накид, на ножке следующего выпуклого столбика второй накид и общая вершина. Далее между листиками 2 вогнутых столбика. И начинаем вывязывать второй листик. Здесь мы на центральном выпуклом столбике будем делать прибавку. Вначале по узору провязываем выпуклый вогнутый. И на центральном выпуклом столбике провязываем вначале выпуклый столбик. Далее вводим крючок в вершину и провязываем просто столбик с накидом. Далее третий вновь выпуклый столбик. Делаем накид, вкалываем крючок как в вершину столбика того же и провязываем просто столбик с накидом. И еще 1 выпуклый столбик на ножке центрального столбика. Далее по узору вогнутый столбик и выпуклый столбик. И далее начинается второй раппорт, который мы повторяем как с начала ряда. Начинаю вязать 15 ряд. И в 15 ряду здесь завершаю вязание ряда соединительным столбиком и начинаю ряд, как обычно, с вогнутого начального столбика и столбика без накида 1 воздушная петля и второй уже полноценный вогнутый столбик с 1 накидом. И в 15 ряду мы провязываем рельефные столбики по рисунку. Здесь мы вяжем, формируя стороны листика. Вначале на первой ножке рельефного столбика выпуклого провязываем выпуклый столбик с накидом. Далее по центру идет 3 вогнутый столбик, выпуклый столбик и вогнутый столбик. И вторая сторона листика, здесь на второй ножке выпуклого столбика вяжем выпуклый столбик с накидом. Далее 2 вогнутых столбика, промежуток между листиками узора. И здесь мы вяжем столбики по рисунку: выпуклый вогнутый, выпуклый вогнутый, выпуклый вогнутый, выпуклый вогнутый и выпуклый. И далее уже начинается второй раппорт. Заканчиваю вязать 15 и начинаю 16 ряд. В конце 15 ряда, как обычно, делаем соединительный столбик и начальный вогнутый столбик. Провязываем столбик без накида за ножкой столбика и 1 воздушная петля. Далее второй вогнутый столбик. А в 16 ряду мы делаем убавление, завершая узор листика первого, и делаем прибавление в центре для второго листика. Здесь мы на вершине провязываем 3 рельефных столбика с 1 вершины. Заводим крючок за первый выпуклый столбик, провязываем только накид.
делаем накид, заводим крючок за второй выпуклый столбик, провязываем только накид. И точно так же за третий столбик провязываем только накид и далее общая вершина. Закончив вот первый листик, далее промежуток, 2 вогнутых столбика. И переходим на вязание второго листика. Здесь довязываем по рисунку столбиков до центра. Сначала выпуклый столбик, далее вогнутый столбик, выпуклый столбик и вогнутый столбик. И следующий идет центральный выпуклый столбик, и на нем делаем прибавку. Сначала провязываем выпуклый столбик на ножке столбика, далее вводим крючок в вершину, провязываем обычный столбик с накидом, далее вновь на том же центральном столбике еще один выпуклый столбик, из вершины второй раз столбик с накидом и третий выпуклый столбик тоже на ножке центрального столбика. Из одного столбика мы провязали 5. И далее по узору мы заканчиваем вязать узор листика. Вогнутый столбик и выпуклый столбик. Еще раз повторяем: вогнутый столбик и выпуклый столбик. И первый раппорт завершен. Далее начинаем вязать второй раппорт как с начала ряда. Заканчиваем вязать 16 ряд, и здесь в конце ряда, как обычно, делаем соединительный столбик в петлю подъема. И начинаем новый ряд, 17 ряд, с начального вогнутого столбика. Провязывается как столбик без накида 1 воздушная петля и второй вогнутый столбик с накидом за вязанием. Далее в 17 ряду мы вяжем узор по рисунку рельефных столбиков. И смотрите, здесь над вершиной листика первого мы провязываем один рельефный столбик. Заводим крючок вот за центральный рельефный столбик. Здесь было 3 столбика с одной вершиной. И провязываем выпуклый столбик с одним накидом. Далее после этого столбика центрального провязываем 2 вогнутых столбика. Это между листиками. Промежуток, 2 вогнутых столбика. И далее по узору мы вяжем второй листик. Чередуются выпуклый, вогнутый, выпуклый, вогнутый, выпуклый, вогнутый, центральный выпуклый, вогнутый, выпуклый, вогнутый, выпуклый, вогнутый, выпуклый. И далее начинается второй раппорт. Смотрите, так провязываем 17 ряд. Далее по узору тоже над выпуклыми выпуклые, над вогнутыми вогнутые столбики. 17, 18, 19 и 20 ряд. И далее, по сути, уже с 21 ряда идет повтор узора как с 3 ряда. То есть мы здесь начинаем вот от этого момента, 21 ряд, начало нового листика, и второй листик будет заужаться, то есть с помощью убавления мы будем сужать вершину второго листика. И по сути такой рельефный узор мы можем вязать на любую высоту, повторяя ряды раппорта в высоту. Здесь я провяжу, насколько мне хватит пряжи. Ну, здесь я повторила 2 раппорта в высоту. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать узор для подушки. Я вязала подушку в высоту, повторив раппорт в высоту 2 раза, чтобы высота подушки соответствовала ширине. И теперь мне необходимо выполнить 2 шва сверху и снизу. Для выполнения шва я совмещаю узор подушки так, чтобы он совпадал по 2 боковым сторонам. И перехожу вот здесь вот на центральный столбик, выполнив 1 соединительный столбик. Далее показываю поближе, как буду выполнять соединительный шов. На самом деле это будет как рачий шов, рельефный, красивый,
который будет и соединительным швом, и в то же время декоративным швом. И для этого мы вводим крючок в полупетли с одной стороны и с другой стороны узора. Захватываем рабочую нить, вытягиваем, затем перекручиваем петли на крючке и провязываем как столбик без накида. И повторяем. Вводим крючок в полупетли с одной и с другой стороны, вытягиваем рабочую петлю на крючок, перекручиваем их и провязываем как столбик без накида. При выполнении рачьего шага таким образом направление вязания идет слева направо. И старайтесь совмещать, конечно же, узор рельефных столбиков, их очередность, и получается вот такой вот выпуклый, закругленный, рельефный шов. И в то же время он достаточно крепкий и декоративный. Так мы сшиваем подушку сверху, затем заполняем подушку и снизу тоже выполняем такой же декоративный шов, совмещая узор.